Приветствую любителей турбо-микро-реактивной тяги. Мне осталось сделать 3 турбовала из 5 задуманных. 2 уже есть. В этом видеоролике покажу вам, как я это делаю, пользуясь лишь одним токарным станком, без шлифовального. И заодно хочется показать вам, что такое внутреннее напряжение в металле. Например, в прутке, из которого я делал этот вал, они отсутствовали. А в прутке с самого первого выточенного вала они присутствовали. Оба прутка у меня есть в наличии. Этот без напряжений, этот с напряжениями. Это калиброванная нержавейка. Какая-то очень твердая. Ну а это направляющая спринтера. Можно заметить, я уже здесь начал вытачивать. Но еще не центровал. А еще хочется сделать попытку точения вала из титана. В хозяйстве есть титан, хочется его попробовать. Я не знаю почему, но почему-то из титана валы не делают. Вот я хочу попробовать и выяснить причину. Поэтому на один из вариантов микрореактивного двигателя я поставлю титановый вал. Очень много турбо-вариантов получается. Хочется все их испытать и испробовать. Для начала выточим вал из материала, в котором нет напряжений. Здесь можете заметить, уже частично я выборку сделал. Без большого вылета, просто зажал в патрончик и снял основной металл. Но начисто еще не обрабатывал. Теперь делаем большой вылет. К сожалению, зажим у станка небольшой. И трудно добиться малого биение. Ну, биение сильно меня не волнует, потому что делать буду за одну установку. Хорошенечко зажал, теперь центрую. Я очень точно настроил заднюю бабку, чтобы не было никаких биений. И аккуратненько делаю центровочное отверстие. Если бы вал был длиннее и дальше заходил в кулачки, биения практически не было бы. Потому что кулачки сейчас настроены просто катастрофически точно. Но так как заходит всего лишь на сантиметр, ну, оно просто не может на таком расстоянии точно зажать. Так, центровочное отверстие есть. Теперь ставлю хороший маленький конус, у меня есть вот такой. И начинается самое интересное. Токарная обработка. Нужно сделать вал, посадки под подшипники и нарезать резьбу. Левую причем. Сейчас мы эту несоосность полностью ликвидируем. Итак, ребята, основной металл снят, оставил полмиллиметра на чистовую обработку. Самое главное, что я делаю, это прослабление вот здесь. Здесь оставил 2,5 миллиметра, пиптик такой небольшой. При вращении патрона, если есть какая-то несоосность с задней бабкой, либо что-то еще не сходится, а оно по-любому не сходится на какие-то доли миллиметра, то гнуться будет именно вот здесь. А вал весь целиком должен оставаться ровным. Ну, он, возможно, тоже на какую-то долю микрона там будет гнуться. Но если оставить здесь толстое, вал будет изгинаться целиком при наличии малейших несоосностей. То есть вот это, в принципе, альтернатива обработки в центрах. По крайней мере, я так делаю, и все отлично получается. Теперь, воспользуясь микрометром, я буду очень долго и нудно обтачивать 3 поверхности, вот под один подшипник, под второй подшипник. Здесь еще будет турбинка, тоже точно у нее посадка. Ну а здесь крыльчатка компрессора. У нее тоже точная посадка. Все это измеряется микрометром, тем более, что я уже буду делать второй вал. И у меня есть опыт, как оно насаживается, с какой долей микрона там нужно сделать, скажем так. То есть здесь вопрос в полусотке стоит. Полсотки туда-сюда, и уже будет либо хорошо, либо плохо. И еще нужно нарезать 2 левых резьбы. Итак, погнали, друзья. Забыл про конуса, сделаю их поворотными салазками, очень острым резцом по цветным металлам. Он дает отличную поверхность, им очень классно обрабатывать на чисто. Вообще вот этот металл очень круто обрабатывается на чисто. То есть можно делать маленькие съемы, и все равно поверхность остается гладенькая и красивая. Ну а теперь уже точно займемся подшипниками и резьбой. Теперь все по микрометру.
Полмиллиметра нужно снимать. 2,5 сотки в запасе. Это я обработаю шкурочкой. Шлифанул шкуркой с маслом. Сделал здесь проточку под резьбу, чтобы отделить два этих контура. И вот что получается, ребят. Раз. Вот. Такая точность. Чуть-чуть больше 0. Может быть, даже еще придется чуть подшлифовать, потому что подшипник в данном случае будет мега туго натягиваться. То есть, если разбирать, собирать, то очень сложно будет это делать. Очень тонкая работа, чтобы уменьшить длину вот этого тонкого вала. У него диаметр 4 миллиметра всего лишь. Я подрезал крыльчатку, то есть сточил вот здесь определенное количество металла. Здесь выступало примерно на 5 миллиметров. Я до сих пор так и не понял, зачем они такие большие длины делают. Чем оно короче, тем меньше шансов, что появятся резонансные явления при высоких оборотах. Этот движочек будет работать на 200-250 тысячах оборотов в минуту. То есть, соответственно, турбонаддувы с такими крыльчатками, эта крыльчатка именно от турбинки маленькой, они работают тоже на таких оборотиках, если не больше. Но вот зачем они это делают? Причем на всех турбонаддувах очень длинный тонкий вал, оно буквально на конце висит, то есть вот здесь подшипник, а здесь вот получается крыльчатка на большом расстоянии. Зачем они так делают, ребята? Я не понимаю, наоборот, надо как-то все это дело как можно короче делать. У них, видно, есть какой-то свой смысл всего этого. Может быть, чтобы турбину невозможно было в домашних условиях починить. То есть очень даже хороший смысл. Диаметр под резьбу. Итак, левая резьба М4, шаг 0,6. Резьба левая, поэтому едет в обратную сторону. Заглубляюсь по 5 соток. Так, ну все, эта резьба есть. Теперь следующее. Ну все, ребят, валик готов. Теперь буду показывать вам, что значит металл без напряжений. Вот представьте себе, мы выточили весь этот вал, даже вставляли, заготовка была криво вставлена. И теперь я буду разъединять заднюю бабку и включу, покажу вам, какие будут биения. Обратите внимание, здесь еще тонкая проточка, то есть на ней высвободились бы вообще все напряжения, какие только могут высвободиться. Ладно, смотрим. Отсоединяю и включаю. Обратите внимание, абсолютно нет никаких биений. На таком большом вылете, с проточкой, выточен полностью вал. И биения отсутствуют абсолютно. Да, если подключить индикатор, скорее всего, там 1-2, может даже 3 сотки будет, но так их нет. Вот что значит металл без напряжений. Сняты все напряжения. И, в общем-то, так, по сути, и должно быть с прутковым материалом, потому что мы точим валы, точим всякое разное. И должно при этом получаться у нас ровно, без биений. Следующий валик я выточу по-быстрому из вот этой железяки и покажу вам, что значит металл с напряжениями. Просто такого материала у меня больше нет. Видно, что железяка хрупкая, и она еще и довольно-таки твердая. Кстати, ребят, не делаю закалку, потому что ее нужно делать заранее и потом обрабатывать. Обрабатывать мне после закалки нечем. Все это делается на шлифовальных станках. Причем это должен быть
не такой уж распространенный круглошлифовальный станок. Все, валик готов. Сейчас мы посмотрим на напряжение. Были ли они в прутке или их не было. Сделано все по точно такой же технологии, как и прошлый вал. Итак, отодвигаю заднюю бабку. И что мы видим? Мы видим, есть биение. Кстати, оно очень маленькое, ребят. Первый раз, когда я делал, было гораздо больше. Но это потому, что я проточку меньшую делал вот здесь. Сейчас, как видите, проточка большая, соответственно, валик очень тоненький в том месте. Ну, вал получился в качестве, все как надо. Будет служить, но напряжения имели место быть. Итак, теперь дело дошло до титанового вала. Его я точно так же буду делать, поэтому особо там показывать нечего. Титановый вал будет самый толстый. Сравните, под какой подшипник делается. Под вот этот. Здесь диаметр 7 мм внутренний. Ну а в остальных случаях диаметр 5 мм. Уже приступил к подготовке базы. Вот так потихонечку, тихо, мирно идет процесс. Обработка на малых оборотиках. Металла снимать много, поэтому поставил боевой резечек. Наверное, сейчас я его поменяю. Что-то мне не нравится, как стружка наматывается. Ну, короче, буду обрабатывать более грубыми резцами, чтобы не портить уже предназначенные для валов. Ну что ж, судя по всему, здесь тоже не было напряжений. Потому что все очень даже прилично. Легенький. Какой красивый металл все-таки. Какая восхитительная резьба получилась. Вал гораздо больше по размеру, он и толще, и длиннее, чем вот этот стальной. Это мой самый первый вал. Теперь смотрим, есть ли разница на весах. Этот весит 39,9 стальной, а титановый 39,78. Немножко легче. На долю грамма. Но обратите внимание, насколько он толще и больше. Он под более крупные подшипники. Все, друзья, валы готовы. Вот они, красавцы. Теперь нужно их укомплектовать подшипниками и гайками. Назад у меня есть пару гаек, 3 не хватает. Наперед у меня нет ни одной гайки, поэтому придется их изготовить самостоятельно. Так как я их буду делать из алюминия, я сейчас сделаю самодельный мечик и нарежу алюминиевых гаечек специальных, закругленных. Осталось немножко титановой стружечки, сейчас мы ее подожжем. Не хочет по-нормальному гореть этот титан. Видимо, какой-то тугоплавкий. Еле-еле загорается. Ну, не, хотя понеслась. Зажегся, что ли? Для того, чтобы сделать мечик, возьму вот такое сверлышко. Оно уже закаленное, но напильник его берет слегка. Поэтому, думаю, и резец возьмет. Видимо, не сверх оно фантастики закалено, но да, это очень дешевое сверло. Заряжаю вот сюда. И делаю резьбу вот здесь, М4. Левую.
Очень много здесь мелкой работы, поэтому дело идет не особо быстро, ребят. Так, ну идет процесс потихонечку. Это радует, естественно. Мячик должен отличный получиться. Так, немножечко подшлифовать. Ну что ж, осталось вручную доработать, сделать лезвие. Вот такая красота получилась. Все, ребят, мечик готов. Вот так он выглядит. Это левый мечик. Можно нарезать в алюминии смело и в дюральке. Не знаю, как насчет сталюки. Но в алюминьке точно мы нарежем. Итак, делаем гайки, значит. Нарезал первую резьбу. Можно накрутить вал и посмотреть, какое будет биение. Пары вал, резьба. Плотно получилось. Скажу честно, не на всех валах такая плотная, потому что резьбу я делал на станке и без сверхповторяемости. Но везде довольно-таки нормальная. Видно, что биение фактически отсутствует, ребят. Видите как? Какая точная может быть резьба. Слушайте, я сам в шоке, если честно. Вот нужно изготовить несколько таких гаечек. Сначала сделаю гаечки из алюминия, а потом попробую из других металлов. Потому что количество метчиков самодельных у меня ограничено, 1 штука. И не хотелось бы пробовать резать по стали, не сделав предварительно из алюмишки. Вот так выглядит гаечка, ребят. Делаю поворотными салазками, сделаю дырочки здесь. Шуруповертом просверлю, чтобы можно было ее затягивать. Так, ну давайте посмотрим, что получается. Берем один из валов. Так. Это вот сюда. Вал отлично вращается. Далее нам понадобится крыльчатка компрессора. Она вставляется вплотную. И закручиваем гайкой, которая сделана в виде кока. То есть она обтекаемая. Предусмотрено отверстие, чтобы можно было затянуть. Вот так. Ребята, затянуто до упора. Звук интересный получается. Теперь можно компрессором попробовать на вибрации. Пока не стоит турбина, можем проверить балансировку вот этого узла. Так как оно будет в движении, это будет проверка динамической балансировки. А по звуку в видеоредакторе можно будет определить частоту вращения. Количество лопастей известно. Частоту можно будет посчитать по количеству колебаний. В общем, ладно. Поехали пробовать вибрации. Как бы вибраций вообще не ощущается. Но это и не удивительно, потому что крыльчатка сбалансирована на заводе. Ну а турбинки нужно будет еще добалансировать и допроверять. Вот такая штучка получается, ребят. Интересная. Разложил все, что имеется на данный момент. Видно, что есть кое-какие пробелы. Не хватает несколько штук гаек и не хватает несколько крыльчаток компрессора. Есть пустые места. Куда-то я одну потерял. Пришлось заказать еще 3 штуки. Буду ждать. Хочется теперь все укомплектовать. В общем, изначально я один двигатель собирался делать, а дополнительные запчасти делал, чтобы, гарантированно можно было запустить. Или хотя бы можно было поэкспериментировать, понять, что не так. Ну а теперь у меня есть желание запустить все двигатели. Правда, на одном очень плохая турбинная крыльчатка. Я ее даже еще не доделал, но в принципе ее можно доделать. И если уже будет такое уж огромное желание, можно сделать заново. У меня есть заготовка. С валами тоже не все так однозначно. Вот этот вот, например, какой-то не очень красивый. Это самый первый вал. Потом кое-где я перепутал гайки.
нужно будет делать заново. Да и плюс под вот эту маленькую крыльчатку, видите, здесь опорное место какое маленькое. Придется точить другие гайки, скорее всего, не алюминиевые. Потому что здесь слишком мало места, чтобы делать вот такое вот отверстие для закрутки. Поэтому придется делать, наверное, из какого-то шестигранничка. Может быть, стальные. У меня есть маленький стальной шестигранник. Возможно, из него и сделаю. В общем, пока такие новости, ребят. У меня не хватает подшипников вот таких. Их всего 4 штуки. И не хватает еще 4 штук. Все остальные есть. Вот, поэтому в следующем видеоролике, возможно, займусь этим неблагодарным делом. Изготовлением гибридных подшипников. Я здесь вот уже немножечко разложился. Есть керамические шарики из нитрида кремния, заказанные в Китае. Заказываю по 100 штук. И уже пару подшипников разобрал. Придется использовать советские подшипники, потому что шарики те, что я купил, слишком большие, чтобы использовать СКФ-овские. Там почему-то оказались маленькие шарики. Ну а в советских точно такие подшипники, как и вот в тех, что прислал Алексей. В общем-то, такие дела, ребята. У меня на этом все. Кому интересно следить за проектом, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Кому не приходят оповещения, бейте в колокол. Всех благодарю за внимание и всем пока.